Когда Тансан одновременно поглощал 3 кольца 15-тонных императоров-муравьев, за всем этим со стороны наблюдала Тянь Ринсюэ. Процесс поглощения был очень трудным. Никогда раньше в истории не было случая, чтобы мастер вобрал силу сразу 3 колец и успешно надел их на свой дух. Тянь Ринсюэ прибыла, когда Сан ковал 100-тысячелетние кольца, но не помешала ему. Напротив, она с большим интересом наблюдала за происходящим. Конечно, она могла в это время напасть на него или даже убить, но она этого не сделала. Как только эти 3 красных кольца добавились на молот чистого неба, и Тансан пришел в себя, он услышал голос Тянь Ринсюэ. Все поглотил. Тансан почувствовал силу гораздо более ужасающую, чем у Танчэня, Босайси или Бибидун, и даже сильнее, чем его собственная. Когда они встречались в прошлый раз у Дворца Императора, Тянь Ринсюэ была выше 70-го ранга, а Тансан выше 60-го. В то время он знал, что Тянь Ринсюэ была таким же гением, не уступающим ему. Она даже обладала грозным духом Серафима и была внучкой Цянь Даолю и дочерью последнего верховного понтифика духовного храма. Но теперь она была 100-го ранга и стала богиней. Сан ясно чувствовал ее ауру. Казалось, сам лес послушно подчиняется ей. Тянь Ринсюэ первая из 3 унаследовала божественное положение, даже раньше, чем Бибидун и Тансан. Возможно, ее путь к божественности был не таким сложным, как у остальных, но тем не менее, факт остается фактом. Она раньше всех получила статус бога-ангела. Какого уровня на тот момент был Тансан? Поглотив 3 красных кольца, его сила практически достигла 96-го. Да, у него на молоте теперь было 8 колец. Это громадная сила. Еще одно кольцо на 2-м духе, и он станет двойным титулованным. Тансану было около 26 или 27 лет, а Тянь Ринсюэ достигла 100-го ранга, будучи старше Сана на несколько лет. Если прямо сейчас они столкнутся в битве, кто же победит? Тянь Ринсюэ, ставшая богиней, или Тансан, титулованный 96-го ранга? Напишите ваше предположение в комментариях. Сейчас мы узнаем, что случилось дальше. Тянь Ринсюэ поздравила Сана с новыми кольцами, и в некоторой степени она была поражена его смелым поступком. Вообще, в ее словах даже чувствовалось восхищение Саном и уважение. Да и Сан не сказать, чтобы сильно ненавидел Тянь Ринсюэ. Даже будучи врагами, он все же не испытывал особой неприязни к ней. Отношение Сана к Тянь Ринсюэ чем-то напоминает отношение к Хулене. Они вроде бы враги, но какой-то особой вражды нет, в отличие от Бибидун. Сколько раз Сан говорил, что расквитается с ней за все ее дела. Последний случай – это гибель 100-тысячелетних зверей по вине Бибидун. Вот к ней у Сана точно враждебность. Итак, ответ Сана был очень простой. Если бы мы не были на разных сторонах, я действительно не хотел бы драться с тобой. К сожалению, ничего не поделаешь. Имея такой разрыв в силе, Сан не отступил и не сдался. Он был готов идти до конца. Предложение Тянь Ринсюэ было потрясающим. Ранее она уже предлагала Сану перейти на ее сторону. Но теперь, вот ее слова. «Все, что Небесная Империя может дать тебе, это князь Синее Небо. Если ты согласишься присоединиться к Духовной Империи, как только я объединю континент, ты станешь королем континента Синее Небо, королем на равных со мной». Согласитесь, предложение очень заманчивое. Ответ Сана поразил ее. Он просто сказал: «Тогда давай драться». Вот это поворот. Стоя напротив богини, Сан вот так просто отвечает: «Давай драться». Очень круто. Что же произошло дальше? Лицо Тянь Ринсюэ изменилось, ее улыбка сменилась на серьезность. Ранее она немного шутливо разговаривала с Саном, но теперь ее давление усилилось. Мягкое золотое сияние появилось на поверхности ее тела, словно туман. Ее тело, казалось, заполнило каждый уголок пространства, вместо того, чтобы стоять перед ним. Такова была сила богов. Как будто чувствуя давление всего мира, Тансан ощутил себя бессильным всем своим сердцем. Когда само присутствие производило такое огромное давление, было ясно, какого уровня достигала сила богов. Тянь Ринсюэ перед ним сияла. Казалось, каждое ее движение может охватить все вокруг. Трезубец морского бога, который держал Тансан, излучал палящий жар, словно жаждая столкновения с богом ангелов. Но Тансан также внутренне почувствовал беспокойство. Трезубец морского бога был настоящим божественным инструментом. И, конечно же, он не боялся ни одного противника. Но как человек, держащий его, он еще не достиг уровня бога. Чем закончилась их битва? Кто победил? Спасся ли Тансан? Продолжение будет в следующем видео. Если вам интересно узнать, что же случится дальше, напишите в комментариях. Обязательно продолжим эту увлекательную историю. Большое спасибо за просмотр и всем пока!